финал в Казахстане, я думаю, это событие 21 века. Любой из этих людей, которые сейчас находятся в этом зале, это ценнейший человеческий капитал. Спорт, наука, образование и IT. И это все вместе, это и есть спортивное программирование. У этих детей в мозгах такая нейронная сеть, что они решают любую проблему. So here we go with the 48th annual ICPC World Finals in 3, 2, 1. The contest is underway. Мы показываем крутые результаты в мире, и про это должны знать. В этом году в отборочных этапах на ICPC участвовало 73 тысячи человек, 73 тысячи студентов. Из них только 142 команды, да, это где-то там 500-600 человек, они прошли сюда. Сегодня идет пробный тур. На пробном туре команды проверяют компьютеры, рабочее место, все ли их устраивает. Также проверяют систему проверки задач, где они отправляют задачи, и система выдает им вердикты. Когда команда решает успешную задачу, им приносится шарик. Это своего рода такая традиция в ICPC. Мы можем сейчас видеть таблицу результатов, как команды сортируются в рейтинге. Выше находится та команда, которая решила наибольшее количество задач. Если у нас возникает несколько команд с одинаковым количеством задач, то тогда смотрят на штрафное время. Штрафное время начисляется командам, когда они решили задачу не с первой попытки, допустим, да? И если обнаружена ошибка, то тогда команде начисляется 20 баллов штрафа. Все задачи имеют одинаковый вес. Название задач A, B, C, D, ну то есть по английскому алфавиту, может быть до 15 задач. Все задачи равнозначны. Конечно, среди них есть какие-то более легкие задачи, какие-то более сложные задачи, но таков ICPC формат. То есть ты должен уметь читать условия, находить и понимать, какая задача легче, уметь ее быстро распознать и быстро решить. Чтобы выйти в мировой финал, надо пройти финал из суперрегиона. Наш регион называется Northern Eurasia, то есть Северная Евразия. Там участвуют страны СНГ, там Россия, их университеты, Белоруссия, Казахстан, там все страны Центральной Азии и Кавказа. И 15 лучших команд из суперрегиона выходят на мировой финал и соревнуются с командами из других участков мира. Здесь, в мировом финале, 12 лучших команд занимают призовые места. Это первые 4 команды получают золотые медали, следующие 4 получают серебряные медали, и с 9 по 12 место последние 4 команды получают бронзовые медали. В этом году сейчас Казахстан представляет 5 команд из наших... На одном финале? Да, на одном финале 5 команд. Для контекста я помню, что был период, когда вообще выход в финал одной команды уже был большим достижением. Да. Where are you from? Argentina. Oh, great. How are you feeling? How are you? I feel great now. Yeah. Yeah, and how are you? Yes, I'm coach, Yeah, but and I how are think you? that I'm quite nervous, but I think that the guys are great. Are okay. Well, we have a goal and we're gonna smash it. So great. And what is your goal? Top 5 Latin America. And is it your first time here in Kazakhstan? Yeah, first time. And how do you like it? How's Astana for you? It's beautiful. It feels so relaxed, very safe. It's a really nice place. Yeah, actually, yes. First time for all three of us outside of India. So it's a really good experience, yeah. Oh, really? Yeah. And how do you like our city? It's awesome, actually. It's a very beautiful city. The architecture over here is amazing, just amazing. Yeah, architecture is amazing. Для многих открытие, что есть такая страна, как Казахстан, и что она такая красивая. Самое важное, чтобы наша молодежь могла теперь, условно, в Silicon Valley, если теперь кто-то из Казахстана подойдет к этим будущим лидерам, определяющим будущее, да, то есть это люди 100% будут определять будущее. Будущие WhatsApp, будущие чаты GPT, будущие Google, они будут построены этими людьми. Если к ним придет резюме из Казахстана, если придет человек из Казахстана, у них будет абсолютно
четкое понимание, что это за страна, какая здесь культура, какие здесь люди, какая здесь кухня. То есть они могут даже сказать: о, а я был в Астане, да, то есть. This is the Olympics of competitive programming, and It inspires a lot of us to come, push more and try to compete in this. I was really inspired to qualify for the ICPC World Finals. But now I'm here, I want to do it all over again. Like, it's a pity I'm in the final year of college because I put in all my efforts to come back next year. Есть олимпийский лозунг: важно участие, а не победа, да? Но это абсолютно неправда на спортивной олимпиаде. Расскажите нашим спортсменам, которые не взяли медали и взяли медали. Ильдос Сметов: квартира, машина, даже асфальт. Даже асфальт, да? Но какой-то, кто не попал, вряд ли он получил всех этих. То есть чуть-чуть есть разница. Но здесь, хоть ты будешь 50-м, 60-м, 70-м, даже если ты на полуфинале где-то не прошел, ты одинаково успешно будешь жить и обеспечен. Ты можешь устроиться в Google, ты можешь устроиться в Meta, получать 100-тысячные, 200-тысячные контракты в долларах. Даже вот были интересные такие беседы, когда мы над визами работали. Говорят: вот есть граждане энной страны, вы должны написать мне гарантийное письмо, что вы их выгоните. После этого ивента вы их выгоните. Я говорю: если, говорю, Казахстан из этих иностранцев одного-двоих оставит у себя, это, говорю, плюс $1 миллион ВВП с одного человека. Вы должны, наоборот, сделать так, чтобы никто из них, наоборот, не вышел из Казахстана. Я говорю: вы можете это обеспечить? В рамках, конечно, шутки, но в этой шутке, как бы, мысль, она, я думаю, она верная. То есть любой из этих людей, которые сейчас находятся в этом зале, это ценнейший человеческий капитал, который каким-то образом, вот эту атмосферу мы должны сохранить, передать. Мы делаем, чтобы наши государственные управленцы тоже увидели, что есть такое мероприятие, есть такая группа людей, и куда мы должны двигаться как нация, как национальный проект. Да? То есть мы должны сделать так, чтобы больше детей было в этом направлении. What are your expectations? How will you perform today? As best as we can. Yeah. We are not thinking very much about that. We are just aiming to have some fun solving problems. ICPC gives every competitive coder a platform that he can aim for. Basically, it's a kind of prestigious title that we can hold. So we have a mark in our minds that, there's a level that we have to go into the world finals. Then there comes the level that we have to perform well in the world finals. If there is no such universal federation that standardizes those levels, then people do not get motivated enough. But there's a standard for all over the world that yes, if you are an ICPC World Finalist or you have performed well in the World Finals, then it will be recognized all over the world. So it gives us the motivation to do it. Also, for me personally, the world of coding has always been online websites, for example, Codeforces. So for the first time coming to ICPC made that virtual world real. You can actually talk to the people you're inspired by. You can talk to the people who are as good as you, better than you, in fact. And it just becomes very physical, like those people are around you actually. So are you considered to be superstars in India because you're participating in the ICPC World Finals? Our title is actually nationally recognized, and people who know about ICPC are actually very inspired by us. Oh. Yeah. I don't know about being a superstar, but yeah, I am happy that I am the same way that my seniors used to be for me, used to inspire me. Now we are inspiring our juniors in our college, in other colleges as well. So we are receiving blessings from all of them today morning. So that's that's a happy fact for me. Also, just hearing about me coming to Kazakhstan, a lot of my friends got into competitive programming, so that's a plus. Oh, really? Yeah. Okay, that's perfect. Thank you. Thank you. Good luck. Была идея, что мы должны создать Федерацию спортивного программирования. Почему? Потому что мы видим, что большинство успешных казахстанцев, которые за рубежом, ну и внутри Казахстана, как ты сам, например, да, это выходцы из ICPC. Мы посмотрели статистику Эламни ICPC, и там
99% людей это очень успешные люди, да, так скажем. И мы хотели бы, чтобы у нас как можно больше молодежи в это вовлекалось. И с этой целью мы создали Федерацию спортивного программирования. Ну, как у казахов бывает, Digital Алмата Тойна хотели позвать Ахсакала, Билла Паучера, чтобы он нам разрезал ленту, дал свой бата, чтобы Федерация спортивного программирования была успешной и там, плодотворной. Я написал ему имейл: мы хотим вас видеть, мы делаем вот это, мы хотим развить ICPC комьюнити в Казахстане. И in foreseeable future мы хотим... Когда-нибудь. Да, в ближайшем, вообразимом будущем мы хотим принять World Finals. Он говорит: блин, я не смогу. Буквально через 10 минут. Я говорю: у меня сейчас подготовка к Шарм-эль-Шейху, к Олимпиаде. Я 8 марта буду там, 7 марта буду в Шарм-эль-Шейхе, не смогу приехать, извиняюсь. Я такой: окей, спасибо за внимание, там, давайте keep in touch. Через 20 минут он пишет: а может быть, ты приедешь в Шарм-эль-Шейх, и мы тут пообщаемся насчет foreseeable future World Finals? Я сразу же со всеми, кто имеет отношение, сказал, предупредил и уехал. Я приезжаю, он говорит: давай 24-й следующий год, потому что там были свои какие-то политические причины, она была под большой угрозой. И он говорит: если бы вы приняли, Казахстан сможет принять, будет вообще шикарно. Tell us how it all got started. Tell us about the origin of ICPC. Well, the bottom line is that a lot of people in computing have a music background or they have a sports background, and they know that to get better, there's no better way than to have a coach and teams, and if you're a musician, dress rehearsal and performance over and over again. And if you can perform with others who are better than you are, more advanced, you get better, faster and faster and faster. So competitive programming is simply using how you build excellence in other disciplines in computer science. But there's a difference, and that is, at the end of the day, not only do you have the personal achievement, but you have the friends, the connections, the team, and you have the capacity to build systems that benefit your neighbors together. And that's what the ICPC is about. It's about shining the spotlight and raising aspirations and performance of students of universities, and bringing university, industry, and community together, and encouraging people to build systems that benefit their neighbors together. And I know I've said it 1,000 times, but who is your neighbor? Well, the answer comes straight from your DNA. You have 8 billion cousins on this planet right now, and they're all your neighbors. Какие вот ощущения у команды КПТУ в этом году? Отлично, они ездили там на сборы разные, то есть они съездили в Хорватию, в Петрозаводск, то есть это самые лучшие сборы вообще в мире. Вот. А до этого писали контесты. Ну, я думаю, как можно максимум, что они могли сделать, они сделали. Команда слаженная, они до этого вместе работали, как давно? В команду, получается, Димаш Амамбол и парень из Грузии, Иване Тапуре. Иван приехал, получается, вот, только год, и вот они год пишут контесты, а Димаш Амамбол, они уже там, не знаю, чуть ли со школы вместе пишут контесты, то есть в команде. Так что у них очень сильная синергия. Мы являемся первыми финалистами в истории Катара, кто попали в финал. И, по идее, я не знала, что в этом году финал будет проходить в Астане. И когда узнала, я была очень рада, потому что, не знаю, для меня это так совпало, так как-то удачно, потому что мы в команде все казахи были, и мы все казахстанцы прошли финал в Казахстан. Удачи!
Внимание, кто первые открыли задачу, это значит, что они первые решили какую-то задачу, и за это какой-то приз полагается. Команда КБТУ первой открыла задачу. Это феноменальная реклама интеллекта в Казахстане и за ее пределами. Всех поздравляю. Даже Батыр не открывал. Да, золотой методист. Это впервые в истории, что мы первыми какую-то задачу решили. Казахстан открыл задачу Д. И, как ни странно, это задача про Кукпар, да. Как бы тут есть история про Кукпар и так далее, но сама задача достаточно интересная. Я вот недавно ознакомился. 0 идей, как ее решать, но очень даже прикольно. Здесь придумали так, что есть у нас N участников, N бойцов, да, N скакунов. И мы не знаем их рейтинги, но мы знаем рейтинг, в каком интервале каждый рейтинг входит. И нужно составить турнир, составить пары, нужно как можно больше пар поставить на игру, чтобы они сыграли. Ну, при одном условии, что их сумма рейтингов должна быть определенной. В общем, вот в этом задача заключается. Я, честно, не знаю, как это решать, но наши КБТУ, мой альма-матер, решили эту задачу. И, если честно, для нас это сильно большое событие. Это, я не знаю, как там у ребят, вот, как после этого контест писать, да? Ну, наверняка сейчас они вот дальше пошли, я видел, и решили. В общем, сейчас они на 11 месте стоят. Ну, я думаю, у них уже контест успешный. Ну, в любом случае, все, кто здесь участвует, я думаю, это уже успех. Команды ждут на сколько-то и выносят влево вправо. А ты должен удачно определиться в положении. Если ты можешь подумать, 2012 жылы КБТУ қатысқанда Азизхан, Мадияр. Я участвовал в 4 региональных чемпионатах ICPC, на 2 финалах. Мне безумно приятно здесь быть. То есть я свою историю расскажу. Я начал заниматься спортивным программированием в 2007 году. При этом у меня не было никакого вообще опыта в алгоритмах. Я не занимался этим в школьные годы. И в 2007 году участвовал в первом своем региональном чемпионате. В итоге в 4 региональных поучаствовал. Это был с 3 разными командами, с 3 разными даже университетами. И было в 2 регионах. Один был в ECNA, это Eastern Central North America, это Центральная Америка, получается, и второй был в Greater New York, это Восточное побережье. Получается, 7, 8, 9, 10, 4 года подряд участвовал в регионалах, и дважды нам удалось выйти в финал, в 2009 в Стокгольме, в Швеции, в качестве участника, и в 2011 году в качестве тренера. Да, и получается, в Орландо. Получается, на 2 финалах был, 2009 в Стокгольм, Швеция, 2011 Орландо, Флорида, в США. И вот 13 лет спустя очень приятно вернуться на финал ICPC, который проходит в Казахстане. Каждый день мы этим занимались. Главное было мое хобби вне учебного времени. Because it's competitive, like it's in the name, and plus even the programming stuff is very fun. The new questions are very exciting. They give us a lot of. Basically, for 5 hours or for 2 hours, whatever the duration of the contest is, we just think about a set of problems, and nothing else in the world matters for that time. So that's. I've been programming like ever since I was in high school. So since I was in 9th grade, and it's almost like another language for me. So just because it's so much fun, like there's this adrenaline rush you get every time you solve a problem, and that makes it all worth it. Мне даже кто-то говорит, допустим, сейчас чат GPT напишет код лучше, чем кто-то из обычных программистов, да, так сказать. Речь вообще не об этом. Речь не о том, что эти дети умеют писать код. У этих детей в мозгах такая нейронная сеть, что они решают любую проблему. В этом вся суть. Это как бы
Это очень сложно объяснить, конечно, обывателю, но вот эта нейронная сеть, она доказывается именно статистикой, когда они проводили опрос среди 30 тысяч ICPC alumni. Понятно, что очень много senior level специалистов, очень много SEO, CTO, всяких крутых стартапов и больших компаний, фаундеров, кофаундеров. Но есть отдельно большая категория, достаточно весомая, больше 15%. Это люди, казалось бы, абсолютно не с IT-сферы. Это главный прокурор в США какого-то штата, это вице-президент большой медицинской корпорации, юристов, адвокатов высокого уровня, там больше 200. Да? То есть не обязательно, что он потом становится программистом, оказывается. Но при этом он становится элитным, высококачественным человеческим капиталом, который может быть полезен в любой другой сфере. Where I'm from a very small island. I'm from St. Thomas, U.S. Virgin Islands. How competitive programming is impacting and changing the world. There are certainly many people who have done competitive programming who have gone on to impact the world. Like, I mentioned earlier, one of the co-founders of Databricks, is an ICPC alum. Sergey Brin, co-founder of Google, ICPC alum. Co-founders of Telegram, one of them I think won the World Finals, was a winner. And there are many more examples of people who did ICPC and then went on to do other great things in industry, but also in academia and research. Как правило, спортивные программисты, они участвуют в каких-то таких вещах, они не всегда видны, но иногда видны. То есть это какое-то ядро какого-то проекта, самое сердце, можно сказать. То есть вот та вот внешняя часть, это там есть, там дизайнеры, фронтендеры, которые рисуют красивые картинки. Это все, конечно, хорошо, но без того, что там внутри, без, так сказать, мозга, как человеческий организм, оно не работало бы. И вот как раз спортивные программисты, те люди, которые будут делать мозг проекта. Соответственно, во многих проектах они так или иначе участвовали, но есть известные проекты, которые практически полностью сделали спортивные программисты ВКонтакте, Telegram, например. Это очень важные люди, за ними охотятся крупнейшие компании, чтобы, собственно, они помогали им двигаться вперед в будущее. Friends and I recently started a company called Cognition, and we build autonomous software agents. So we use AI to we build AI agents that can autonomously develop software kind of all on their own. 2006 год. Вот как выглядела команда Founding Team ВКонтакте и вот как выглядел первые полгода работы над этим продуктом? Ну, я начал чуть позже работать, но еще в 2009 году офис ВКонтакте выглядел как квартира, в которой собирались 4 человека. Кто это, помните? Да, помню. Я, Коля, Андрей Рогозов и Паша Дуров. Вау. Telegram. Как выглядело первый год? Потому что началось все с разработки протокола. Вот. Ну, мы его за пару-тройку недель разработали с Колей на даче как-то. Это получился протокол хороший, да. Было такое дело. А потом дальше, команда постепенно росла, но она не увеличивалась сильно. То есть, в принципе, там такая атмосфера стартапа, которая позволяет быстро двигаться вперед, быстро какие-то изменения вносить. Проведение финала ICPC в нашей стране – это знаковое событие, это надо четко подчеркнуть. Почему? Это самое крупное мероприятие в мире и федерация, которая объединяет десятки тысяч энтузиастов, программистов, просто людей, увлеченных новыми технологиями, цифровыми технологиями, болеющих этими новыми технологиями. Движение, надо отметить, в Казахстане уже давно, оно традиционное, свыше 20 лет. Если на заре еще в 90-е годы группа энтузиастов тогда крупных наших университетов, и Политеха, Эль-Фараби, КБТУ, Сулейман Демирель позже присоединился, МУИТ, Астана IT-университет, сформировалась такая достаточно хорошая прослойка, группа людей, энтузиастов, которые активно продвигали ценности и идеалы ICPC в Казахстане. И вот мы дожили до того дня, когда финал у нас проходит, 5 команд участвуют, огромная представленность, все самые сильные команды со всего мира сегодня собрались. Ну, это очевидно важное событие, потому что сейчас IT – это двигатель прогресса, что называется, и большинство инноваций, они связаны с IT, а такие соревнования, они собирают как раз тех людей, которые даже не то, что
мало того, что двигают сейчас инновации, это еще и будущие инноваторы. То есть это соревнования среди студентов. То есть это те люди, которые будут двигать прогресс там, через 10-20 лет. Потому что они все приехали сюда, в Казахстан, здесь собрались, как бы познакомились, может быть, с какими-то местными ребятами, с местными компаниями. Это очень большой задел на будущее для страны. Tell me your name one more time. My name is Fuad. Fuad. I'm Jelani. F-U-A-D. Jelani. 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 Fuad. Fuad Bey, so we call him dad. So we call him father, essentially. So sort of like dad. Sometimes dad, sometimes IT dad, but I am not from IT. But He's a former. Расскажите, вот вы историю все видели и являетесь таким вот локомотивом спортивного, движения спортивного программирования в Казахстане. Как оно изменилось за последние 20 лет? ну, в 2004-м это были только что вылупившие цыплята. И, как говорится, не знаешь, где мама, не знаешь, где папа, ты просто не знаешь, что. И ты просто идешь по наитию. Это, представь себе, 118 участников первой игры, первого четвертьфинала в Казахстане, когда удалось, там, по большому счету, был Бахыт, Фуатбей и Мурат Орумханов, наш Аксакал. Так вот, это был праздник, это был драйв, 118 команд, в итоге осталось к концу соревнований 70, и всего 13 человек решили по одной задаче, 2 команды решили 2 задачи, и это был тоже праздник. Но праздник, вот играли, вот есть такая песенка, называется о цыплятах, да? Да. Вот. Джип Джуджалярим, да, называется. Это был 2003 год. Да, 2003 год, вот это Джуджалярим, цыплята, мы были тогда цыплятами. Но какая-то акселерация произошла, мы стали быстро расти. Мы стали настолько быстро расти, что вот эти цыплята в 2006 году первый был заход. Поехали в Техас, по-моему? Да, в Техас. В 2007 повторили, в Токио поехали. Правда, хотя игроки были очень крепкие, игроки были, каждый из них был индивидуумом, особым, ярким игроком, и тем не менее, видимо, команды не было. Это другое искусство, другой уровень, когда играет команда. В итоге, тогда, по-моему, в Техасе была, если не ошибаюсь, 0 задач, в Токио была 1 задача, но Казахстан повзрослел как команда, именно как команда. Повзрослел в 2011 году в Орландо, где мы встречались с тобой, Арман, да, ты привез команду Принстон University, во главе Принстон University, во главе команды КБТУ был... Нет, во главе команды был Дамир. Дамир Елисизов. Да, Дамир Елисизов. Ну, а я был мостиком между вами. Вот тогда был иной этап уже. Тогда был второй этап, когда мы повзрослели как команда. И команда Бахаджана, Армана Есенманова и Канапина сделала 4 задачи. Они сидели тогда прямо там, где зрители, прямо буквально самый близкий к столу к зрителям, и мы ощущали просто эту энергию решения задач. Это было действительно большое такое удовольствие, столько напряжения, но хорошего напряжения. И это 4 решенные задачи подняли Казахстан на другой этап. Это был высочайший момент. Да, в тот момент, я даже припоминаю, ректор КБТУ Искандер Бесимбетов тогда сказал, потратил невероятно много денег по тем временам, чтобы разрекламировать в медиа. И я как-то выступил против. Он говорит: Фуатбей, вы даже не понимаете, что сделано, что произошло в Казахстане. Я думаю, возможно, я не понимаю, вот как-то, но он сказал, это событие, оно историческое, понимаете, это история. Вот история сделала второй шаг в 2011 году для Казахстана. После этого казахстанские команды просто поверили в то, что они могут делать больше и больше и больше. И в декабре 2011 года, когда проходил полуфинал в Ташкенте, вот тогда 2 команды, КБТУ и уже IT University, они соревновались с невероятно... Нет, это 2012 год, по-моему, был в декабре. Не могу путать год на плюс-минус 1. Тогда 2 команды Казахстана вошли в первую десятку
в абсолютный ранкинг, в первую десятку НЕРКа. Это было выдающееся достижение. Это был такой драйв. 2 команды Казахстана вперед. Обратите внимание, 2011 год, одна решает 4. Следующий университет понимает, что мы можем делать. И пошел второй этап, пошел. А дальше все пошло, как и должно быть. Сегодня мы видим 5 команд. То есть некий этап начался, следующий этап, наверное, начался уже, когда вровень шли КБТУ и IT-университи, КБТУ и IT-университи. Но Назарбаев университет ворвался в 2013 году, тоже дважды подряд выступал. И вот если можно считать 2013 год этапом номер 3, когда по количеству университетов появился новый университет, еще один. А в 2020 году еще следующий этап, когда казахстанские команды вот как бы щелкали. 1, 2, 3, 4. То есть преград нет, но остался один маленький психологический барьер. Это будет нашим следующим этапом, когда Казахстан возьмет медаль. Мы знаем то, что спортивное программирование – это такой классный инструмент, да, с помощью которого мы сможем действительно развивать как бы, нашу молодежь, наших школьников, студентов, да даже взрослых, да, в сфере IT, потому что оно дает просто как бы потрясающие возможности, да, то есть, во-первых, оно развивает интеллект, да, то есть ты умеешь решать там какие-то нестандартные задачи под большим давлением, потому что это соревнования, да, задачи, они не шаблонные, да, то есть ты учишься мыслить абсолютно другим способом, то есть оно очень сильно развивает вообще интеллектуальные способности как бы, человека. Вот. Кроме того, это также карьерные возможности, то есть там, любой финалист ICPC, когда он уже возвращается домой после финала, он получает просто множество различных приглашений из топовых компаний, да, это включая там Google, Meta, там, Amazon, Netflix и другие топовые IT-компании и по всему миру. Вот, и это тоже говорит о том, что индустрия IT, она нуждается в людях, которые умеют решать такие нестандартные алгоритмические задачи. Вот. Ну и в целом это такое уникальное направление, вот за что мы его любим. Спортивные программисты любим спортивное программирование. Это за то, что оно объединяет, да, то есть различные направления, такие как, допустим, спорт, наука, образование и IT. И это все вместе, это и есть спортивное программирование. И это вот оно единственное такое уникальное. Это не только problem-solving skills, да, это еще и фантастическое вот вырабатывание вот этого качества терпения. Сидеть над задачами много-много часов. И это на самом деле терпение, это стартовая точка, помимо знаний. Знания, они как-то естественно воспринимаются. А вот терпение – это стартовая точка для будущего успеха. Терпение, терпение, терпение. Когда я этим занимался, мы занимались прямо этим очень серьезно. Я этому посвятил там 3 года. Мы со своей командой жили вместе в доме, прям для того, чтобы тренировки были проще организовывать. Писали 2 контеста 5-часовых в неделю. То есть по 5 часов решали 2 контеста в неделю. Это был как бы наш такой тренировочный сбор. Старались участвовать на всех онлайн-чемпионатах. В топ-кодер как минимум один был сингл раунд-матч. И вот мы там каждую неделю участвовали. Они проходили всегда в странное время, потому что нужно было, это же онлайн-чемпионат, и там они делали иногда время удобное для восточного полушария, иногда для западного. То есть там были и контесты в 10 ночи, и в 6 утра. Помню, как в 6 утра, когда мы там проходили контесты, мы в 5:30 вставали все и втроем шли в факультет математики, чтобы там есть интернет, и там как бы можно сесть, никого нет, в лаборатории позаниматься, порешать. И потом 2 часа контест пишешь, там час 15. Ну и в итоге с таким вот тяжелой головой начинаешь свой учебный день. Идешь потом на лекцию 8:15, вообще ничего не соображаешь, потому что такой вот у тебя был марафон утром. Спортивное программирование конкретно студентов и участников меняет жизнь тем, что им надо очень много тренироваться, с одной стороны. С другой стороны, у них есть возможность поездить по разным соревнованиям, по конференциям, познакомиться со спонсорами, познакомиться с участниками из других команд, познакомиться с выпускниками
бывшими участниками ICPC, которые делают свои компании, работают в крупных компаниях где-то на высоких позициях, делают стартапы, делают самые передовые технологии. То есть социальные связи, на самом деле, это возможность познакомиться, возможность узнать друг друга, возможность рассказать о себе. Спортивное программирование, как минимум в Казахстане, это такой большой социальный лифт для многих. Насколько я знаю, вот лично я там с маленького города, и многие ребята, там, условно, не там одни сосны, занимаются олимпиадами, проходят. Как минимум, условно, если человек участвует на республиканской олимпиаде, после он, не знаю, поступит в хороший университет, скорее всего, дальше поступит на работу в Google, Facebook, и как бы это очень сильно влияет именно такой, как социальный лифт на людей. Вот. Мне кажется, это как минимум так очень сильно, также популяризирует программирование в Казахстане очень сильно. Вот. 1 minute left to submit. Идеи выступили как в лучшем случае. Старт хороший, это лучшее, что могло быть. Старт хороший. And it's all completely on Dimash. He just sat on the computer and wrote it from scratch. And yeah, we are very happy to be first in the history for sure. I wish other teams would like to. Так это всегда почти Если в дэшке условие маленькое, всегда читаю. Нет, просто почитал. Потому что Дэ Димаш. Да, Дэ Димаш. Вообще, Дэ Димаш. Если С шкала 150 сек, хотя мы Не, знаем... Я вот шестую задачу просто. Не, всегда, когда выходишь с контеста, ты будешь недоволен чем-то. Это всегда так. Да. Ты всегда always like... Да. Что-то, как будто что-то мог лучше сделать. Но overall, я думаю, это хорошо. Осы олимпиадаға қатысты бүгін мен эфирде бұл жігіттерді қарап отырмын, бірақ өзіңе жалып қойдым. Ал Жамбыл, өзің не ойлайсың, қалай өтті, қандай сезімдер болды? Негізі 12 есеп болды, 5 сағат берді. Біз сол 12 есептің 5 есебін шығардық. Есепте қиын болды, оңайда есептер болды, и қалған шығарылмаған есептер өте қиын болды. Келесі жылға дайындалу керек. Ты же радиком делаешь. Сколько? 6? Во сколько? Все задачи, которые сдали за 2 часа, а потом тупо сидели втыкали. Вы же начальника без были прям в топе? Да, без топ, он тут подал. Как у тебя впечатление? У меня фома, почему я в школьное время в студенчестве не участвовала на таких олимпиадах. Ощущения классные, я очень рада за наши команды, то, что они показывали результаты, которых никогда до этого не было. Желаю удачи в будущих олимпиадах, Надеюсь, что это будет мотивацией дальше развивать сферу олимпиад, именно ICPC, спортивного программирования в Казахстане. Перед хорошим участником открыты все варианты. Самое главное смотреть, что именно тебе интересно, куда тебя больше притягивает. Наука, образование, но они, естественно, смешаны друг с другом. IT и бигтех, хотя там тоже наука сейчас, вот те же самые новые продукты, связанные с искусственным интеллектом, очень наукоемкие, и поэтому там тоже, в том числе, наши выпускники чемпионы мира работают и в OpenAI, и во многих других корпорациях. То есть здесь нет никаких ограничений. Think about what you're passionate about. If you're like me and you want to, you really enjoy research, then go get a PhD. Even in industry, some of the most fun industry jobs where you're really at kind of the cutting edge, especially now in the age of AI, it helps to have a PhD where you have experience like pushing the frontiers of knowledge in AI, right? Those people are in very high demand in industry. In fact, even our faculty, even our professors at the university who have AI expertise are constantly being, approached by industry and, consulting for industry and so forth, because that knowledge they have is very valuable. But yeah, other advice, I would just say find a place where you do interesting work that you enjoy and where you can continue growing. Я считаю, что нужно искать свое призвание, идти вперед и стараться найти
варианты улучшить мир и найти то, что нужно, как бы то, что приносит, во-первых, по душе занятия, но в таких очень много разных, как бы сейчас очень разнообразен мир IT, и я уверен, что каждый может найти занятие по душе. И найдя его, стараться в него как бы вложиться с душой, со всей, с отдачей, и получится что-то замечательное, я уверен. To, I guess, be ambitious. You know, I think there's a lot out there that that can be built and a lot of problems to be solved. And I think like people at ICPC are among the best to work on these problems. So kind of do what excites you and be bold about it. Yeah, I mean, I'll give advice maybe that's a little like broader scope than just competitive programming. Yes. I think, you know, whatever it is, I mean, there are so many resources that are easy to access today for learning compared to when I was in high school. You know, just to give an idea of how old I am, Google came out when I was in high school. When I entered high school, Google did not exist, right? Nowadays, of course, not only do you have search, but you have like MOOCs, you have Coursera, you have edX, you have Udacity, you have MIT OCW, OpenCourseWare, where you have very high quality instructional materials on YouTube, right, or on other free websites available to you. So there's really, you know, you don't have to wait for university to teach you interesting things. You can just go online and like learn it yourself. And now you have a tutor in like Claude Sonnet, or you have a personal tutor. You mean these LLM tutors, right? Yeah. I mean, and that didn't exist when I was a kid. So I think, you know, it should be an exciting time. I think I'm curious to see what's going to happen to the kids now, like 15 years from now. You know, they can like hyper accelerate their learning, basically. В мое время все очень сильно игнорировали математику. Нужно математическую базу тоже очень сильно качать, вот, чтобы были лучшие результаты на олимпиадах. А как? А вообще, вот какие есть рекомендации родителям, которые понимают важность? На самом деле многие не знают про спортивное программирование, особенно там родители, которые не сталкивались с олимпиадами, вот, но я бы посоветовал, чтобы сильно что-то повлияло на Казахстан, такое, чтобы эффект был сильный, начинать раньше, да, то есть в России, в Америке все начинают там с 4-го, с 5-го класса заниматься. Может, знаете, здесь ходит Гена Короткевич, самый лучший олимпиадник в мире, там у него 6-7 золотых медалей на UI, он там супергений. Он с 1-го класса начал заниматься. Во 2-м классе он взял золото уже на своей олимпиаде белорусской. Вот. Как-то так. Сейчас он один из самых умных людей в мире. А у нас в Казахстане начинают в основном в классе 8-м, 9-м, 10-м олимпиады. И это немножко, как бы это не поздно, но времени может быть недостаточно, чтобы что-то очень такого серьезного добиться. Наши команды стали прям регулярно участвовать на финалах. И сейчас уже вопрос не в финал просто пойти, это уже достижимая вещь. Сейчас уже вопрос стоит, когда мы медаль получим. Уже есть 2 казахстанца, кто получали медаль в составе зарубежных университетов. Это Алия Миралдал, он получил бронзу в составе MIT. И Батыр Сардарбеков, он получил золото на ICPC 23 года в составе Harvard Space университета Барселона. А вот казахстанские университеты пока медаль не получали. Я думаю, что благодаря такого рода событиям, в том числе популяризация этого спорта увеличится, популярность этого спорта увеличится, воронка увеличится, и, соответственно, у нас, я вот прям сильно убежден, что медали совсем не за горами. How would you summarize the mission of ICPC Foundation? Well, that's actually very important. Rather than a mission, I'll tell you what our purpose is. It's to, through competitive programming, okay, uplift every generation of students, shine the spotlight on them, on their coaches, on their universities, on industry and the community, and encourage them to build systems that bless the lives of their neighbors. That's it. And where? Everywhere. And with whom? With everyone who would like you to help them. Thank you so much, Bill. Thank you for hosting this World Finals in Kazakhstan, and we hope to see you soon. Why, thank you. It's a wonderful world, and when we get the opportunity to actually experience, we find out actually how close we in fact are. Yeah. So I love the idea
that you all will, not only develop systems, but get out there and explore the world you live in. And by the way, aren't there like 1 billion or more stars out there and planets and stuff like that? Get off the rock. Yes. Get out there and find out what's going on. So could we please invite all 4 gold medalist teams up to the stage so we can resolve the top 4 positions. All 4 gold medalist teams, please come on up to the stage. All 4 medalist teams. Okay, currently in 4th place we have Peking University. They still have pending runs on 2 different problems, so this could affect the final results. Here we go. Let's take a look at the first of those pending runs. That one's a no. And so the second one